делимся своими стратегиями, как говорит наш замечательный инопланетянин каждый раз, что это не финансовый совет, не финансовая рекомендация, а то, как мы видим этот рынок, его возможности и каким образом мы мыслим и каким образом мы входим в этот рынок для того, чтобы получить некую прибыль. Мы начали 17 дней 17 апреля, это получается 13 дней назад, и сразу поделюсь своим экраном, переходим на TradingView. Если посмотреть, то вчерашний день принес достаточно много позитива, то есть наш прогноз был, что рынок пойдет вниз, и, в принципе, он так все и сделал. 17 апреля уже осуществлено 27 сделок. Да, если мы посмотрим на вчерашний день, то вот эти вот 3 сделки отработали, и тут получилось сделать около, значит, 25%. Да, то есть был успешный вход в шорт и отработка. Да, скорее всего, что не дотягивается точка входа, то есть входил я по 14.17 и отработала сделочка вот до этих пор, работала вот 21 цента, потом, значит, вечером, ночью я посмотрел, что может тенденция продолжиться, зашел еще раз в шорт, но то есть в полночь решил закрыть сделку и сгенерировал небольшой минус, потому что рынок тут вот немножко плохо видно, но рванулся наверх, и я закрыл для того, чтобы спать спокойно. Ну, ночью перезашел, да, в лонг, видно было, что это лонг, и совершился небольшой плюс на 7%, 9 центов сгенерировалось. Конечно же, все не по правилам, в середине опять канала. Если бы мы придерживались все-таки вот этой вот нашего прогноза, хотя тут просто эту стоимость или эту позицию не подхватила. То есть у нас позиция была достаточно высоко, и просто бы мы сидели без входа в позицию, да, то есть бы не было отработки. Но если бы я придерживался этой позиции, то можно было бы зайти даже здесь, на этом этапе, да, и отработать вот это вот все движение, хотя бы вот до этой точки, этого уровня. Ну а сегодня мне показалось вот недавно, да, что рынок уже созрел идти наверх. Я подготовился опять в середине канала, опять ошибка, сделал стоп, выставил на ниже этого уровня. Take profit у меня был до оранжевой, то есть прибыль к убытку была 1 к 3, но рынок решил все-таки протестировать и пошел вниз. Мне кажется, что сейчас был ложный пробой, хотя мы подтверждаем вот сейчас вот точку, вот этот уровень, и можем пойти вниз, да, но что-то вот как-то внутреннее желание поставить ставочку наверх. Ну, желание, оно всегда хорошо, но было бы интересно логичное обоснование твоего желания выслушать. Это было бы интересно не только мне, я думаю, и зрителям. Если посмотреть на больший таймфрейм, да, 1 час, то видим, что RSI находится внизу, да, то есть просится наверх. Также у нас мы находимся в недельном восходящем тренде, но на 15 минутках, если посмотреть, да, то показано, что мы подтверждаем уровень сопротивления, и мне кажется, все-таки на 15 минутах мы еще сходим вниз, и, может быть, даже лучшая точка будет для захода в лонг на 13.55. На сегодняшних новостях был небольшой пролив, и чем он расторгуется, как он закончится, смотри, у нас под твоей синей линией в районе 14.128 где-то, наверное, мы вышли ниже линии, и ее пока вверх не пробили. Она и отскок отсюда вниз, ну, на мой взгляд, с пошедшим еще ниже биткоином будет смотреться очень неплохо. Вот. Это то, что, как я вижу в моменте. Но, возможно, тот уровень, который у тебя в районе 13 900, там, возможно, он будет хорошей поддержкой, да, и можно было бы подождать до этой поддержки. Нужно смотреть на старших таймфреймах, на мой взгляд. И поэтому, если хочешь, можешь сам перейти на старший таймфрейм, или же могу это сделать я, если тебе интересно мое мнение. Да, у нас продолжается восходящий тренд, насколько я видел начало линка. Мы уже двигались вверх, да, пройдя вот ту примерно линию, которая у тебя нанесена черным цветом.
Да, и сейчас... Чуть-чуть выпали из канала, хотя этот канал прорисован на недельном. Да, ну вот, да, получается, что если смотреть на то, как у тебя прорисовано, то, по сути, очень похоже, как ты сказал, на ложный выход, и похожая ситуация у меня была вчера на магике, то, в принципе, возможно, однако я вижу, что у нас RSI достаточно высоко, и ну, мы можем еще попробовать протестировать зону ниже, тем более, что там есть еще имбаланс у нас в районе между 12500 и 13, выше, между, да, вот здесь вот от этой свечи зеленой до следующей, зеленой перед красной маленькой. Вот. Поэтому давай, ну, я не знаю, я бы поставил какое-то, может быть, оповещение, либо мы вернемся за синюю линию вверх, либо мы пойдем ниже и будем тестировать нижнюю синюю линию вниз. И пока я бы никуда не входил, тем более в моменте здесь вот как раз идет две красных свечи, и закрепившись над верхней из них, можно было бы рассмотреть лонг, то есть это был бы логичный выход и закрепление над уровнем сейчас сопротивления, когда пробьем поддержки, это было бы, ну, на мой взгляд, более правильно. Поэтому я бы наблюдал, что иногда нужно все-таки дождаться того момента, его величества случая. И хочу показать я тот сетап, ту сделку, вернее, которую мы прорисовали вот здесь. И напомню, что вот эта точка входа была у меня здесь вот от этой линии поддержки в данном моменте. Я здесь не закрылся в прибыль, ждал еще одного отскока выше. Этого не произошло. И в моменте вчера вечером я получил два оповещения о том, что меня закрыло по стоп-лоссу, и о том, что у меня есть линия, которую я когда-то поставил на оповещение, где была для меня наиболее благоприятная точка входа. Такие, несмотря на то, что здесь я получил убыток, я сразу же вошел здесь, ну и утром сегодня обнаружил, и это полностью компенсировало убыток. Можно было бы здесь не входить, дождаться, когда мы придем вот к этому уровню, потому что у нас все-таки линия трендовая была нисходящая, да, дождаться ложного пробоя, посмотреть вот этого выхода и подтверждения сюда. Мы вернулись, подтвердили сверху эту точку, это был уже такой надежный вход. Не досидел я до конца, да, я ориентировался на 1 к 3, во-первых, а во-вторых, на вот эту вот линию, такую трендовую, которая у меня образует здесь, ну, уже мы вышли из этого вымпела, но я о нем говорил на одном из наших предыдущих видео. Ну и здесь я также шортанул, линия у меня, ну в смысле сделка у меня не прорисована, потому что я был в дороге, и когда я увидел, что мы уперлись вот в эту оранжевую, как хорошо, когда прорисованы уровни, вот, я взял небольшой шорт и опять же сделал поход, вот эту короткую позицию от оранжевой линии и опять же до вот этой бирюзовой, не зная о том, что выйдут, ну, не совсем хорошие новости. Вот, так бы, конечно, я подождал. Вот такие были у меня трейды. Шортовая у меня получилась около 38, наверное, процентов. Лонговая, сейчас я скажу, лонговая сделка у меня закрылась 106%. Вернувшись в год 12-13, у нас здесь был рост, немножко надо еще увеличить. Да, почему я решил вывести коэффициент роста после каждого халвинга. И здесь у нас был рост 2739 от нижнего уровня до верхней точки. Потом после следующего халвинга у нас был рост 2148. И прошлый у нас был 1660. И если выделить из этих значений коэффициент, то он у меня получился приблизительно 1,29, там еще несколько цифр идет следом, но я приблизительно взял. И, скажем так, если поделить 2,739 на 1,29, получится 2,148. Если 2,148 поделить на 1,29, получится 1660. Опять же, напоминаю, приблизительно для педантов и любителей точных цифр. И точно так же, если 1660 поделить на 1,29, получится 1288. И я отобразил этот момент. И вот у меня получилась какая стоимость биткоина, 268, примерно 700. Встречаемся завтра. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь и до новых встреч, друзья.